Атлантический океан своими необъятными солеными водами омывает на севере. Огромный остров, покрытый вечным ледяным покрывалом, Исландия, именно такое. Название носит островная страна, которая славится множествами природных достопримечательностей, громадной ледниковой территории. Примыкают маленькие островки, также не лишенные своей уникальности. Одним из таких частей суши является часть небольшого архипелага, затерявшийся в отдаленной глуши. На южном побережье материка остров, или до третий по величине из островков Исландии, или до манит потоки туристов одинокой чудесной постройкой и выделяющейся на красивейшем ландшафте острова небольшой, но аккуратный домик, расположенный на острове, сейчас не имеет хозяина. Он, как одинокий маяк, встречает путешественников. Звали к их насладиться тихой и спокойной обстановкой в безмолвной затерянной глуши. На берегу океана ученые утверждают, что Илида была создана в результате извержения вулкана более 5000 лет тому назад. Площадь острова составляет 450 квадратных метров. Люди добираются до Илиды с материка на лодке. Забраться на плато острова можно по лестнице, сплетенной из веревок. Остров необитаем за исключением нескольких голов рогатого скота и тысяч птиц, использующих здешние отвесные скалы для гнездования. 3 столетия назад на острове проживали 5 семей, которые решили вести аскетичный образ жизни, добывая себе пропитание рыбалкой, животноводством и охотой на тупиков. Поселенцы жили здесь на протяжении 2 веков, пока остров не стал совсем не пригодным для выращивания скота. Последние жители покинули остров в 1930-х годах, а вот дом, который сегодня можно увидеть на фотографиях, был построен в 1953 году. Ассоциация охотников, но сооружение сконструировано по старым технологиям, не прошло проверку. Временем нынешний домик с наиболее современной конструкцией построили в 1996 году. Через 5 лет в западной части острова была достроена дополнительное сооружение, напоминающее сауну. В 2000 году тогдашний премьер-министр Исландии Дэвид Отцом намеревался подарить удивительный домик на острове Илида известной певице Бджорк. Именно таким образом чиновник хотел отблагодарить исландскую певицу-актрису, композитора, музыканта, автора чудесных песен и лауреат множества премий за громадный вклад в культуру в страны. Когда местные жители узнали, что их намереваются лишить славящейся на весь мир достопримечательности, то начали протестовать. Подарок в итоге пришлось отменить и оставить народное достояние Исландии на вольное обозрение всем жителям планеты. Одинокий домик на краю света продолжает ожидать путешественников, которых встречает уютным радушием тамошних мест. Возле очаровательного дома туристы смогут отдохнуть от обыденной жизни, цивилизации, повседневных сует внешнего мира, набраться энергии и вдохновения для дальнейших странствий по бескрайним просторам земного шара. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.